Привет, с вами проект Power Device, и мы продолжаем прокачивать наши Android-телефоны. В этом видео мы затронем все современные Android-телефоны. Я покажу вам новые функции, которые Google уже внедрил в ваши смартфоны, но вы об этом, возможно, не знаете. Совсем недавно пользователи Android-телефонов, неважно Xiaomi это, Redmi, Poco, Realme, Tecno и так далее. Так вот, к нам на телефоны начало приходить такое уведомление, оно появлялось вот здесь в шторке, и если его открыть, оно выглядело так. Там были следующие пояснения. Новые функции на устройстве Android. Отмечу, что если вам даже не приходило такое уведомление, то эти функции у вас должны быть, если у вас не совсем бюджетный телефон. В любом случае, по ходу ролика проверяйте, появились ли они у вас. Итак, если нажать «Узнать больше», то появляется вот такое меню. Пока что я вам показываю пояснения, которые нам отправили Google в сообщении. Дальше, естественно, мы разберем все эти функции, покажу, где они находятся и как ими пользоваться. Первая функция, которую они нам показывают, перерабатывает и изменяет фото с помощью искусственного интеллекта. К слову говоря, это очень интересная функция. Скоро мы к ней вернемся. Далее Google нам поясняет, что в стандартном приложении сообщения появились также новые функции. Оживите общение с помощью полноэкранных эффектов. Следующая функция от Google, которую он нам показывает, это безопасный просмотр. Он выявляет потенциальные угрозы в интернете через браузер Chrome. Также есть еще одна новая функция на наших Android-телефонах, о которой в этом сообщении Google не упомянули. Предлагаю с нее и начать. Данная опция касается безопасности вашего телефона. Зайдем в настройки, находим вкладку Google, нажимаем «Все сервисы», двигаемся практически в самый низ, находим вкладку «Защита от кражи». Блокировка при обнаружении кражи. Экран будет заблокирован, если функция обнаружит, что кто-то схватил ваше устройство и убегает с ним. То есть, активировав эту галочку, ваш телефон будет замечать такую активность при разблокированном экране, если его тряхнуть и побежать с ним, то экран сам заблокируется для безопасности. В принципе, интересная функция, советую вам ее включить, если вы это считаете нужным. Следующий пункт также интересен – блокировка устройств в офлайн режиме. Для защиты ваших данных экран будет заблокирован вскоре после перехода устройства в офлайн режим. То есть, если мы активируем эту галочку, и кто-то потом попытается выключить мобильный интернет или Wi-Fi, то вскоре после отключения экран телефона будет заблокирован. Кстати, стоит уточнить, что вся блокировка устройства, которая здесь везде описана, это всего лишь вот такая блокировка экрана. То есть экран блокируется, и вы его сможете разблокировать только отпечатком пальцев либо паролем. И также здесь ниже есть функция «Удаленная блокировка». Когда функция «Удаленная блокировка» включена, чтобы заблокировать экран украденного устройства, достаточно ввести номер телефона на странице и дальше приведен адрес, где этот номер вводить. Примечание: устройство должно быть онлайн, то есть подключено к интернету. Также, если считаете это нужным, можете включить данную галочку. Появляется такая строка, подтверждаете номер, а далее все просто. На указанном веб-сайте просто вводите свой номер для того, чтобы заблокировать телефон. Двигаемся далее к следующей опции. Зайдем в Google Фото. В данном приложении вам нужно найти какую-то подходящую фотографию для редактирования. Для этого можно зайти в подборки. Например, я специально скачал вот такую фотографию. Сейчас на ней приведу пример. Нажимаю «Изменить». Здесь очень много различных инструментов, о которых я уже рассказывал на своем канале. Но в данном случае нас интересует вот эта опция. Вот она. Нажимаем на эту иконку. Если просит перенести фотографию в облако, нажимаем «Согласиться». Именно про эту опцию нам рассказали Google в своем сообщении, которое я показывал в начале ролика. Смотрите, просто я вот таким образом выделяю объект, отпускаю, он сам правильно выделяется. Теперь на нем удерживаю, и я могу переносить его в любое место, а также увеличивать, либо уменьшать. Нажимаю «Далее». Искусственный интеллект перенес эту девушку в другое место. Причем сделал это очень реалистично. Чтобы сохранить данное фото, нажимаем вот эту галочку. Для того, чтобы изучить следующую опцию, о которой говорили Google, нужно зайти в Google Chrome. Здесь нажимаем три точки в верхнем правом углу. Настройки.
Конфиденциальность и безопасность. Безопасный просмотр. Вообще у вас по умолчанию уже должна быть включена вот эта опция – стандартная защита. Суть в том, что в сообщении от Google говорилось, что данные опции улучшены. Например, это может быть улучшенная защита, и если мы нажмем вот эту сноску, то здесь будут пояснения. Все это зачитывать не буду, но если вкратце, браузер Chrome будет проверять различные ссылки в усиленном режиме. Также будет выполнять тщательную проверку скачиваемых файлов. И что немаловажно, если вы вошли в аккаунт, то включение данной опции будет защищать вас во всех сервисах Google. Также в самом низу здесь написано «Не приводит к заметному замедлению браузера или устройства». Значит, все-таки включение этой опции «Улучшенная защита» немного будет нагружать ваш телефон. И сразу скажу, что я поизучал параметры «Стандартная защита», он также очень хорошо защищает, но при этом, по всей видимости, телефон вообще не нагружается. Советую оставить стандартную защиту. Также перейдите вот сюда, снимите вот эту галочку, а эту оставьте. Сообщать, если пароли были раскрыты в результате утечки данных. Также Google говорили нам, что они улучшили вот это стандартное приложение, сообщения. Там добавились какие-то анимированные реакции, типа как в Телеграме. Даже не вижу смысла об этом рассказывать, так как все сейчас общаются в социальных сетях. Это Telegram и так далее. Кстати, если вы не подписаны на мой Telegram-канал, обязательно подпишитесь. Туда я скидываю интересную информацию и файлы. Ссылка будет в описании под этим роликом. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.